Добрый день, уважаемые подписчики и зрители. Сегодня я начинаю новый проект уроки полетов на дронах SGRC. Данный проект я реализую совместно с телеграм-каналом SGRC Rus. Став владельцем дрона, я понял, что существует огромная проблема. Дроны относительно дешевы, при этом управление ими отнюдь непросто. Многие этого не понимают, и в результате мы видим в YouTube, в Telegram-группах о том, какие дроны плохие, и они улетели обратно в Китай. То есть для владельцев были потеряны. Хотя в большинстве случаев причина проста. Незнание основ, отсутствие навыков, зачастую полученные ошибочные знания из каких-то других источников. Я обращу внимание, потеря дрона на самом деле это не самое страшное. Гораздо страшнее, если дрон принесет в результате ущерб кому-то, врежется в человека, в группу людей, авто или авиатранспорт. Поэтому прежде чем запускать дрон вдаль, в облака, его нужно изучить, научиться им управлять, научиться оценивать верно погодные условия, рельеф местности, знать, что делать в нестандартных условиях, когда дрон себя поведет не так, как вы привыкли. И, конечно, оценивать последствия всех своих действий. Цель и задача этого курса – освоить дрон, знать его особенности, уметь действовать в критических ситуациях. Понятно, что в YouTube есть много других видео на других каналах, но вот эти уроки, на мой взгляд, будут отличаться несколькими вещами. Во-первых, естественно, эти ролики для тех, кто не читал инструкцию, не хочет ее читать, просто не воспринимает информацию с бумаги, есть и такие. А лучше воспринимает именно с видео. Вторая особенность уроков в том, что они основаны не только на инструкции, но и на опыте огромной группы владельцев и с телеграм-канала SGRC Rus. И, наконец, третье. Уроки систематизированы, последовательно выстроены. Соответственно, купив дрон, вы не будете прыгать по разным каналам, разыскивать какую-то информацию. Вам достаточно просто просмотреть эти уроки, что-то повторить. И в результате, по крайней мере, какие-то базовые навыки у вас появятся. Итак, вы получили в чемоданчике вот такой вот свой дрон. Открываем. И видим, что в нашей коробке находится дрон, пульт для управления им. Возможно, у вас есть запасной аккумулятор. Один аккумулятор вставлен в дрон. В отдельном карманчике у нас лежит кабель для зарядки. Он типа Type-C в F11S. В этой коробке у нас лежат запасные пропеллеры, которые идут в комплекте, запасные болтики и ключ-шестигранник для откручивания и замены пропеллеров. Обращаю внимание, по инструкции дрона рассчитаны на полеты в положительную температуру, то есть выше нуля. Если же вы хотите летать в отрицательные температуры, то с родными пропеллерами летать получится. Вот видео будет безобразное, камера будет трястись и вибрировать. Для того, чтобы этого избежать, нужно заменить пропеллеры. Об этом есть у меня отдельное видео. Итак, вытаскиваем из чемодана наш дрон и пульт управления. Пульт пока откладываем. Рассмотрим, из каких основных частей состоит наш дрон. Это, собственно, тушка дрона, то есть основная его часть. Лучи, на которых расположены пропеллеры. Раскрывать начинаем с верхних лучей. Камера дрона, которая сейчас прикрыта колпачком. И аккумуляторная батарея. Для ее вытаскивания нажимаем две кнопочки по бокам. Перед включением дрона необходимо
колпачок снять. Обращаю внимание, это нужно сделать до включения дрона. Это очень частая ошибка. Если сделать наоборот, то подвес не будет, скорее всего, работать. Справа в нижней части расположен разъем для карты памяти. Для включения дрона у нас на аккумуляторной батарее имеется вот такая вот кнопочка. Если мы нажмем ее и поддержим в течение 5 секунд, то у нас произойдет запуск дрона и загорятся светодиоды, которые показывают заряд батареи. Соответственно, прежде чем летать, батареи необходимо зарядить, чтобы горели все 4 светодиода. Для отключения дрона также нажимаем, держим кнопку до тех пор, пока дрон не выключится, то есть не потухнут светодиоды. Для проверки заряда аккумулятора не обязательно вставлять аккумулятор в дрон, он включается и без дрона. Для зарядки мы используем кабель, еще раз, Type-C, который идет в комплекте. Можно использовать абсолютно любой источник, любой блок питания с USB, желательно 2-3 ампера, но на самом деле даже вот я втыкаю его, подключаю к ноутбуку, на котором там 0,5 ампера, и мы видим, что светодиоды заморгали, даже от 0,5 ампера аккумулятор все равно заряжается. Полностью аккумулятор примерно заряжается за 4,5-5 часов. При зарядке, в зависимости от разряда у вас, поочередно будут моргать светодиоды с 1 по 4. И постепенно будут гореть постоянным светом. Соответственно, аккумулятор перед полетом нужно зарядить обязательно до конца и обязательно, чтобы загорели все 4 светодиода. Дело в том, что в аккумуляторе находятся 3 элемента, и, соответственно, при просто зарядки они заряжаются неравномерно. И только на последнем этапе, когда моргает 4-й светодиод, происходит так называемая балансировка батарей, то есть чтобы они были одинаково заряжены и чтобы контроллер правильно понимал, когда заряд аккумулятора. Теперь поговорим немного о пропеллерах. Пропеллеры на дроне есть 2 видов, они снизу подписаны буквами А и Б. Можно, конечно, запомнить, где какие находятся, но я делаю проще. Я меняю их поочередно и, соответственно, не нужно париться и вспоминать, где же А, где Б. Для откручивания используем штатный шестигранник, выкручиваем по 2 болта с каждой стороны. Как выкрутили, тянем вверх, родные штатные сидят довольно туго, но их нужно вытянуть. Вот здесь у нас подписаны как раз маркировка А или Б пропеллеры. Пропеллеры поставить неправильно практически невозможно, там есть специальные отверстия, поэтому в них нужно попасть и все будет хорошо. Закручивая болты, будьте внимательны, не нужно со всей, что называется, дури их тянуть, но в то же время они не должны откручиваться от руки. Короче, не сорвите резьбу. Итак, перед нами пульт управления дроном. Для его использования раскладываем ручки. Это для того, чтобы удобно было его держать. Раскрываем его антенны. Для дрона F11S это очень важно. Антенны должны быть расположены вот так вот вниз. Не в бок, не вперед, не в стороны, не вверх, а именно вниз. И при полете необходимо направлять пульт вот таким вот образом, чтобы антенны смотрели, грубо говоря, перпендикулярно дрону. То есть вот таким вот образом пульт должен быть направлен на дрон для максимальной его дальности и для того, чтобы сигнал не пропал.
Это крепление у нас для того, чтобы вставить сюда смартфон, на котором будет установлено приложение, о нем чуть позже. На пульте присутствуют стики управления и кнопки здесь и вот здесь. Стики управления, соответственно, по умолчанию левый стик отвечает за подъем вверх и опускание вниз, для вращения вправо-влево. А правый стик по умолчанию отвечает за полеты вперед-назад, влево и вправо. Можно изменить их назначение с точностью до наоборот. Об этом мы поговорим попозже. Далее здесь у нас присутствуют 4 кнопки. Левая кнопка, она имеет две функции. То есть одна функция — это переключение режимов полета дрона. Это спорт режим, максимальная скорость, нормальный режим и режим камера мод. В режиме камеры дрон двигается максимально, с одной стороны медленно, с другой стороны более плавно. Кнопка, кроме этого, эта кнопка отвечает за переключение дрона из режима GPS и режима ATTI. О нем мы чуть попозже поговорим, что это за режим. Кнопка остановка двигателя, кнопка включения пульта. На однократное нажатие показывает заряд пульта, в данном случае 100%. То есть один раз, и второй раз включает пульт. Кнопка, это кнопка возврата домой. То есть если у вас улетел куда-то дрон далеко, и вы не хотите управлять им обратно, хотите, чтобы просто он прилетел к вам, нажимаете эту кнопку. Об этой функции мы тоже будем говорить далее. Здесь на торце у нас присутствуют две кнопки и два колеса. Левая кнопка — это делает фотографию на карту памяти дрона, а правая делает видеозапись, включает. Колеса, соответственно, правое колесо у нас управляет направлением, куда камере смотреть, вверх-вниз. Левое колесо включает, выключает цифровой зум. Там у нас 4 шага. Далее, что у нас есть на экране? То есть, когда мы включаем дрон, когда мы включаем пульт, он пытается соединиться с нашим дроном. Я включу дрон, посмотрим, как произойдет соединение. Далее внизу у нас цифры, которые показывают расстояние, которое дрон полетел, высоту, скорость, с которой он летит, и скорость подъема либо опускания. Вот у нас дрон включился. Он говорит, что дрон в режиме GPS мода. То есть дрон сейчас пытается найти спутники. И пока спутники не будут найдены, у нас дрон запустить не удастся. Справа у нас заряд аккумулятора дрона. Здесь у нас показан уровень сигнала между дроном и пультом. Здесь у нас показан заряд пульта дистанционного управления. Эта шкала у нас показывает примерно, с какой максимальной скоростью у нас будет лететь дрон. Когда мы переключаем камера мод, мы видим, что максимальная скорость ограничена на 2 делениями. Нормальный мод — это, соответственно, 4 деления. И спорт мод вот в таком режиме. Ну и раз уж мы дошли до этого момента, то как мы можем проверить, что у нас дрон исправен, что моторы можно запустить? В режиме GPS мода запустить дрон не удастся. То есть для того, чтобы дрон нашел спутники,
нам нужно будет, скорее всего, выйти на улицу. Но это особенность GPS, что крыша, она не дает поймать спутники GPS. Но, как я уже говорил, у нас есть режим ATTI. Мы нажимаем вот эту кнопочку, жмем ее примерно 3 секунды, и у нас появляется такая надпись ATTI мод. Это означает, что сейчас дрон для запуска не требует наличия спутников GPS. Соответственно, переключили в этот режим, и для запуска стики нажимаем вниз и в стороны. После нажатия в помещении ни в коем случае больше ничего не нажимайте. У дрона отсутствуют какие-либо датчики, поэтому если вы запустите его в доме, то он вам, скорее всего, разнесет все и вся. Были случаи, когда и потолки дрон рвал, и технику разбивал. То есть он летит просто куда попало внутри помещения, просто из-за того ветра, который создает у него лопасти. Дрон после запуска, если ничего не нажимать, примерно через 20 секунд двигатели отключает. То есть мы проверили, дрон работает. Выключаем. Для отключения пульта нажимаем однократно и держим пульт долго, пока пульт не выключится. Для зарядки используется порт Type-C внизу пульта. При зарядке пишет Charging. По окончании появится надпись о завершении зарядки. Так, после того, как мы сконнектили дрон и пульт, нам теперь нужно подключить телефон точно так же к появившейся Wi-Fi сети дрона. Рекомендую, прежде чем что-то делать, зайти и очистить от всех открытых приложений память смартфона. Какой бы он ни был производительный, а на непроизводительных это обязательно нужно сделать, какой бы ни был производительный, чем больше у вас открыто приложений, чем больше занята память, тем больше вероятность того, что у вас появится при просмотре картинки с камеры задержки. Поэтому нажимаем кнопку и закрываем все задачи, чтобы все было закрыто. После этого заходим в шторку и включаем режим полета. Включили режим полета. Теперь заходим в управление Wi-Fi и выбираем вот такую вот сеть. SG F-Pro, вот так называется. Дальше у вас свои будут буквы, цифры. Все, подключились. Теперь выходим отсюда и запускаем приложение. На этом этапе нам предлагается запустить запись экрана. Я тоже это рекомендую, естественно. У меня телефон Xiaomi, поэтому есть встроенное приложение по записи экрана. Но на мне сейчас идет вот такая вот кнопочка. Включаем и записываем. Зачем этот режим? Дело в том, что этот режим накладывает телеметрию, то есть как дрон летел, что происходило, какие датчики показывали. Все это выводят поверх видео с картинки камеры. И нажимаем кнопочку управления. Нажали кнопочку управления, и вот мы подключились к дрону. Очень важный момент. Запись экрана нужно включать после запуска приложения. В противном случае, если сделать наоборот, вы будете видеть вот такую маленькую картинку на записи. Теперь поговорим о приложении, что значат все эти символы по периметру экрана. Итак, в левом нижнем углу у нас расположен локатор. Внимание, для того, чтобы он корректно работал, у нас должен быть
откалиброван компас в телефоне и компас, естественно, в дроне. Но калибровку в дроне мы делаем всегда при запуске. При полете нужно стремиться, чтобы вот эта вот красная точка всегда находилась вот в этом желтом прямоугольнике. Это означает, что пульт направлен строго на летящий дрон. Следующий пункт – это дополнительное меню. Там функция слежения за мной, отлет и так далее. Его мы будем рассматривать в следующем уроке. Следующая кнопка – кнопка возврата домой, полностью дублирующая кнопку на пульте. Эта кнопка у нас кнопка автовзлета или автопосадки, в зависимости от того, в каком состоянии у нас находится дрон – на земле или в воздухе. Этот значок и цифры – это значение встроенного магнитометра. Показания более 50 означает, что взлетать в этом месте нельзя, дрон будет вести себя неадекватно. Заряд аккумулятора пульта. Сигнал спутников GPS. Не нужно взлетать, пока вы не увидите число 11. Лично я жду 12. Заряд аккумулятора дрона. Состояние карты памяти. При первом запуске, нажав на эту надпись, мы можем отформатировать карту памяти. Ну и, соответственно, цифры, доступное место и сколько всего. Кнопка КГ. Это уникальная вещь, это не килограммы, расшифровывается как кривой горизонт. Очень незаменимая вещь на нашем дроне, особенно в мороз. Ее функционал мы изучим при обучении полетам. Кнопка записи звука на смартфон. То есть, когда мы записываем видео на карту памяти, параллельно идет запись и на смартфон. Так вот, этот микрофон позволяет еще наносить звук на видео на смартфоне. Информационное поле, расстояние до улетевшего дрона, высота его полета, горизонтальная скорость и вертикальная скорость. Кнопки, отвечающие за фото- и видеосъемку, галерея. Их мы рассмотрим тоже на следующем уроке. Здесь у нас, пока мы не нашли спутников, пишется поиск сигнала. Соответственно, после их нахождения будет написано GPS-мод. Либо, если переключимся в ATTI режим, то будет написано ручной режим. И последняя кнопка, кнопка меню, мы ее сейчас более подробно рассмотрим. Итак, при входе в меню мы попадаем в меню подвеса. Первый пункт – это автоматическая калибровка подвеса. Если вдруг вам кажется, что у вас горизонт немного завален, можете нажать эту кнопку, и в течение примерно пары минут у вас должен горизонт откалиброваться и появиться сообщение об успешном завершении калибровки. Следующий пункт – ручная настройка угла горизонта. То есть нажимая сюда вправо либо влево, мы можем изменить угол наклона камеры. То есть если нам кажется, что она немножко криво смотрит, мы здесь можем, после калибровки, мы здесь можем вручную донастроить. Следующий пункт – это ручная настройка высоты горизонта. Этим пунктом мы можем увеличить угол обзора нашей камеры. То есть, если нам нужно, чтобы она смотрела чуть выше, чем предусмотрено производителем, то мы можем его приподнять, либо доопустить. Таким образом, угол обзора у нас станет больше, чем было написано в инструкции. Точная настройка угла рыскания, пока никто не знает, что означает этот пункт. Есть только догадки, но догадки я озвучивать не буду. Включение-выключение подвеса, это его можно вручную отключить. И в этом случае камера будет болтаться без привода мотора. Проверка статуса подвеса. Техническая информация о статусе подвеса не нужна. Обнаружение ПТЗ и обновление. Видимо, предполагается, что когда-то можно будет обновить прошивку подвеса, но пока этого еще не было. И кнопка восстановления заводских настроек. То есть, если мы настраивали ручные настройки, можно их вернуть, нажав эту кнопку. Далее, параметры.
По умолчанию стоит, что дальность полета у нас ограничена 2999 метрами. Обращаю внимание, что в этом приложении убран режим новичка. Убран он по причине того, что когда он включен, у нас ограничена и высота, и расстояние, на которое дрон может улететь. В результате были случаи, когда стоит режим новичка, дрон вынесло ветром за границы допустимые, и дальше он сходит с ума и улетает. Поэтому сейчас он убран, просто включайте голову и думайте, что вы делаете. Соответственно, дальность полета, та, которая стоит, это дальность для F-11S дрона, она фактически максимальная. Высота полета можно поставить 500 метров. Высота возврата. Что означает высота возврата? Высота возврата означает, что когда вы нажимаете кнопку возврата домой, то дрон, если он будет низко у земли, значит он поднимется до этой высоты и начнет возвращаться. Если он будет выше этой высоты, опускаться он не будет, он просто полетит на той высоте, на которой был. Еще раз, высота возврата – это высота, после которую дрон будет набирать вверх после нажатия кнопки «Домой». Пункт «История». Здесь мы можем увидеть, куда мы летали, на какой скорости, высоте. Можем посмотреть все записи полетов, когда, куда мы летали. Поиск дрона. Если вдруг мы потеряли дрон, где-то он приземлился, то в этом пункте он покажет на карте, если вы предварительно ее загрузили, где он последний раз был зафиксирован. Ну и логи. Это техническая информация о состоянии, что происходило с дроном. И последний пункт, это пункт дополнительный. Здесь мы можем менять единицу измерения. Это в той нижней строке, которую мы показывали. Мы можем в милях, ну у нас это, конечно, мало применимо, либо в метрах в секунду, либо в километрах в час. Можем поставить переключатель, показать маршрут. Соответственно, на карте отрисовано будет, показывать подсказки. То есть, чтобы у нас в приложении показывало, что у нас идет не так. Голосовые подсказки, чтобы у нас голосовой помощник был активирован. Вспомогательные линии, то есть чтобы у нас, если мы их включим вот так, то у нас будет на экране вот такие. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Как вы уже поняли, летать на дроне это отнюдь не так просто, как кажется, поэтому подписывайтесь, ждите следующих уроков. Я надеюсь, что у меня получится выпускать их раз в неделю. Подпишитесь. Если видео понравилось, то нажмите лайк. Если есть какие-то вопросы, задавайте вопросы. Подписывайтесь на группу Telegram, вступайте в нее. Задавайте вопросы, которые вы хотели бы услышать в следующих уроках, и мы постараемся на них ответить.